Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на канале CryptoStudent. Сегодня у нас понедельник, да, начало новой недели и еще начало нового месяца. Давайте проанализируем рынок, посмотрим, какие движения у нас могут быть в ноябре. На биткоине мы пробили падающий клин, да, упали к поддержке, немножко ее пробили, но тем не менее получился у нас ретест падающего клина, да, и потенциально у нас формируется перевернутая голова с плечами, то есть это по сути у нас надо подтвердиться при пробое линии шеи 65-500, да, закрепление выше 63, это по сути вот эта зона, которую я отметил красным прямоугольником, да, является линией шеи. Я думаю, все-таки мы, ее пробьем, да, и пойдем где-то в район 64-65 тысяч долларов. Ну и как раз таки вот верхняя граница у нас 70 тысяч долларов, да, если мы пойдем обновлять, я думаю, возможно, даже 70 тысяч мы можем потрогать потенциально в ноябре. Зона, конечно, поддержки, да, у нас опять-таки остается зона 60 тысяч долларов, то есть уход ниже 60 тысяч, 59 тысяч долларов, да, повлечет нас к падению в районе 55-54 тысяч долларов, то есть следующая у нас зона поддержки, это у нас является данная зона поддержки, так скажем. Ну, пока вверх, да, у нас больше аргументов, нежели вниз, пока мы не пробили нижнюю границу 60 тысяч долларов. Что касается, давайте сразу я покажу капитализацию, да, капитализация выглядит очень даже хорошо, то есть вот мы сформировали такой вот проторговочку, да, потенциально тоже треугольник плоским верхом, да, или восходящий треугольник на дневке, мы тоже там поджимаемся, да, то есть тоже у нас есть поджатие, если пробьем, да, 2,7, да, потенциально вот мы сможем как раз сходить на 2,9, 3 триллиона долларов, да, еще говорил как раз в прошлых обзорах, если мы все сможем тут закрепиться, да, мы сможем сходить на верхнюю границу, то есть текущих это довольно-таки хорошие, интересные проценты, да, плюс 10% капитализации, то есть это как раз таки связывается с тем, если биток у нас пойдет в район 65 тысяч долларов, да, и совместно может потянуть с собой и альту, то есть альта у нас тоже может в перспективе пойти за битком. Что касается альты, да, потому что альта у нас уже пробила вот это вот сопротивление, такое небольшое сопротивление у нас было в районе полутора, да, как раз сейчас мы стоим над ним, уже идем выше, да, мы то есть пробили сопротивление, то есть был у нас здесь тоже такой вот пробойчик, да, по сути ретест и уход выше, то есть мы не ушли к нижней границе, то есть не ушли мы на 1,3, да, мы все-таки закрепились, то есть закрепились, сейчас сформировали здесь вот такой вот флаг, то есть вот здесь у нас получается сформирован флаг, пробили его, и если смотреть даже по флагштоку, то мы идем как раз таки наверх, где-то вот, наверное, в район 1,6 триллионов долларов, то есть это связано с тем, что у нас альта тоже может полететь потенциально наверх, то есть если смотреть в процентном соотношении, здесь тоже где-то в районе 9-10%, но 9-10% для альты, да, это распределение между всеми альткоинами, то есть это если эфир у нас заберет большую часть, да, то у нас другие альткоины могут, в принципе, и не вырасти, то есть нужно, друзья, выбрать правильный альткоин, да, которые могут потенциально тоже вырасти, потому что сейчас часть альты у нас очень хорошо стреляет, да, там дает отличный процент, там плюс 20-30% может дать, да, за короткий промежуток времени, а некоторые там за неделю, да, грубо говоря, там, нифига не вырастут, в итоге могут даже упасть. То есть с этим тоже нужно быть аккуратнее. Сейчас уже не то время, когда у нас все альткоины, да, поочередно там стреляют, и купив любой щиткоин, да, грубо говоря, вы останетесь в плюсе. То есть нет, сейчас нужно уже выборочно смотреть на активы. Доминация. Вот единственное, конечно, вот мне не нравится пока доминация, потому что она сейчас вот зажимается в таком вот потенциальном падающем клине, да, то есть в потенциале она как раз может пойти наверх, если доминация идет наверх, да, естественно, это рост битка. То есть рост битка как раз, опять-таки, связывается с ростом битка в районе 64-65 тысяч долларов. Но что будет с альтами, да, то есть если у нас альты, если доминация слишком сильно вырастет, да, то альткоины, конечно, будут стоять в это время на месте. Ну, возможно, эфир, конечно, будет подрастать, догонять биткоин, да, но остальные альткоины могут быть из-за этого, конечно же, плохо. Но опять-таки есть у нас поддержка здесь, да, если вот мы ее сломаем, пойдем ниже, то есть это уход ниже 44, да, ниже 43,8, то есть если мы уходим ниже вот этих значений, да, то это, конечно, хороший шанс для альты, да, чтобы она стрельнула, и, в принципе, потом мы можем пойти уже где-то сюда, вот где-то на 43, да, на 42, вот эта зона потенциальной поддержки у нас, 42,5, в принципе, довольно-таки интересная зона для альты, то есть это минус 3%, да, это довольно-таки
интересно будет для альткоинов, потому что когда у нас вот это было все падение, да, у нас альта все-таки простреливала. Так, пойдем дальше. Давайте уже пройдемся, наверное, по альткоинам, посмотрим интересные сетапы. Сейчас у нас эфир, да, поджимается во флаге. То есть, если мы пробьем флаг, да, уйдем выше 4350, да, то мы пойдем обновлять с большей долей вероятности хай. То есть, это 4450. То есть, возможно, уйдем где-то на 460 и так далее. То есть, вот здесь у нас есть зона, конечно, сопротивления. Но я думаю, мы ее как раз здесь пробьем. Вот у нас здесь как восходящий клин, да, я думаю, пробьем как раз 4450, будет какой-то закреп, то есть в потенциале, да, и она будет служить поддержкой, то есть поддержкой, да, для потенциального движения, возможно, даже в районе $5000 по эфиру. Опять-таки, да, это если, конечно, у нас получится здесь пробить. Если мы не сможем пробить, то опять пойдем к нижней границе, да, возможно, сделаем ретест, и потом уже пойдем. Вот мне такой, конечно, сценарий больше нравится, но посмотрим, как будет по итогу. То есть, как будет по итогу. Но, в принципе, зона поддержки вот в районе 4200, да, покупать эфир, да, со стопом за данную поддержку. В принципе, хороший сетап с дальнейшим потенциальным движением в районе $5000. BNB очень хорошо себя проявил на этой неделе, да. Сделал ложный пробой, ушел на 450, да, довольно-таки хорошим таким сливом, когда у нас биткоин, да, резко сливали, но потом быстро опять-таки восстановился, здесь у нас был падающий клин, да, и сейчас идет его дальше пробивать. Также у нас была вот эта зона, видите, сопротивления, которым как раз-таки он протестировал, то есть вот мы вот восходящий, по сути, треугольник, да, даже потенциально чашку с ручкой, да, протестировали здесь на 510, да, и идем наверх, то есть в потенциале, конечно, у BNB хороший ход, да, это, в принципе, цель, это вот где-то сюда, где-то на 700, на 650 баксов, то есть вот эти 650, 700 баксов, да, это вот как раз зона его потенциального сопротивления и потенциальной цель. То есть, если брать сейчас, да, BNB, то я рекомендовал бы стоп, наверное, где-то ставить за 480, ну и потенциальная цель, да, где-то плюс-минус там 25-30%. То есть, вот где-то такой вот сетапчик может быть, но опять-таки пока мне, конечно, не нравится стоп, то есть стоп довольно-таки длинный, плюс мы можем ставить и еще ниже, да. Так что смотрите, друзья, я бы, наверное, его смотрел больше в скальп, то есть с короткими стопами брать, да, если есть, конечно, сетап, вот, например, как этот был падающий клин. Ада, наверное, проявляется сейчас хуже всего из топ-альты, да, то есть у нас долгое формирование идет, но у нас долгое формирование приводит к такому вот падающему клину, то есть если мы пробиваем сопротивление вот 2 баксов, да, закрепляемся выше данного сопротивления, ну 2,1 я бы, наверное, сказал, да, вот я тогда буду, наверное, в большей доле вероятности брать Аду, да, с целями вот где-то в 2,5, в 2,8 и 3 бакса. То есть довольно интересные цели, потому что формируется такое довольно-таки долгое нисходящее движение, да, в виде падающего клина. И плюс у нас, видите, был треугольник с плоским низом, вот здесь он был, да, и мы сейчас как раз-таки долбимся около вот этого сопротивления. То есть раньше она была поддержкой, да, сейчас она является сопротивлением. То есть вот как только мы его пробиваем, плюс тут еще сходится то, что у нас здесь есть сопротивление, то мы пойдем как раз-таки на верхнюю границу, где-то вот в районе 3 баксов, да, это будет интересный сетап, очень интересный, потому что стоп у нас будет там довольно-таки, ну, я думаю, небольшой, а потенциальная цель, да, довольно-таки очень интересная. Так что присмотрите, друзья, к Аде, да, как будет пробивать, будет, в принципе, интересный сетап. Ripple, вот, что-что, да, но Ripple, в принципе, поджимается, то есть, как бы я там не любил торговать данный актив, да, но, тем не менее, у нас Ripple поджимается, то есть, есть поджатие, да, я поставил уведомление, если мы закрепимся выше 1.15, да, я посмотрю на покупку Ripple, потому что здесь у нас все-таки имеется сопротивление, да, поджатие. И, в принципе, это все, если пробьется, то можем сходить куда-то сюда, где-то вот где-то на 1,5, на 1,6, да, довольно-таки интересные цифры, при том, то, что стоп может быть потенциально довольно-таки и небольшой. То есть тоже за Ripple слежу, да, то есть у нас есть такие вот формации хорошие на пробой. В принципе, как и у Ада, но на Ripple он пробой уже, ну, практически уже вот-вот может случиться. Dogecoin хорошо, в принципе, удивил, да, на неделе, то есть сделал поход на поддержку, да, и потом отскочил очень хорошим таким, так скажем, объемом,
хороший был объем, да, на заход. И сейчас, по сути, у нас происходит ретест вот этой вот проторговки, по сути. Если мы закрепляемся, да, идем, то в потенциале, кстати, Dogecoin, да, дальше может продолжить движение. То есть вот мы пробили такое вот нисходящее движение хорошим таким импульсом, да, и сейчас мы можем продолжить дальше. По Dogecoin, я так скажем, не скажу, куда он может потенциально, да, пойти, все зависит, можно сказать, частично от Илона Маска, как он его будет дальше пиарить, да, потому что дальнейших не вижу поводов, да, чтобы он так прям очень хорошо рос, потому что у нас еще, кроме Dogecoin, очень много его, так скажем, последователей, та же Shiba, да, в которых объемы сейчас даже превосходят, да, так что нужно смотреть, как будет там, будет ли пост от Илона Маска. Если он будет, то, конечно, вот цель я вижу где-то вот здесь ее, то есть очень хорошо, то есть даже можно посмотреть по Fibonacci, да, куда мы можем прийти, ну да, вот это уровень 0.5, 0.5 это как раз таки уровень 0.45 по Dogecoin. DOT себя очень хорошо проявляет, да, на просадках биткоина сильно не падает, очень такой хороший график, да, и отскакиваем мы сейчас от поддержки в районе 42. То есть формировали флаг, да, то есть дальнейшее движение, я думаю, все-таки пойдем обновлять вот этот хай, да, но сейчас единственное, конечно, что мы стоим вот, ну, очень высоко и брать с текущих, но я думаю, нецелесообразно в том плане, то, что стоп довольно-таки далекий, но в потенциале может хорошо пойти. В потенциале у нас также может хорошо пойти 1 инч, то есть мы пришли к зоне поддержки по инчу, да, сделали ночью небольшой, так сказать, ложный пробой. Вот, ну, в принципе, практически его нет, но небольшой вот выход есть. Вот, то есть подошли к поддержке, то есть обратите внимание на данный актив. При пробое, вот, наверное, 4.6, да, закрепление на данном уровне, плюс формирование потенциального дракона, да, может привести 1 инч к возврату, то есть возврату в район 5,5 баксов. То есть довольно-таки интересный сетапчик формируется. Так, Sol. Сол у нас подходит тоже к сопротивлению, то есть у нас было обновление максимума на 216, да, мы сходили на 218 и очень хорошо пролились. Я думаю, здесь много кто брал в лонг, да, на пробой и их раз таки прокатили довольно хорошим нисходящим движением минус 15%. Тоже нужно смотреть, если мы сможем закрепиться выше 220, да, то у нас активируется сценарий с чашка с ручкой, восходящий треугольник, да, и вплоть может пойти, я думаю, вплоть там 250-300 баксов, да, ну, первый тейк где-то, я думаю, смотреть где-то в районе 230 баксов по солу. Но опять-таки с текущих, да, стоп за поддержку довольно-таки, ну, так скажем, дорогой. Если он сходил где-то в районе 190, да, 195, можно там брать, я думаю, с добором, вплоть до 180, да, и стопом за 170, потому что вот за эту такую хорошую зону поддержки. Ну да, если посмотреть глобально, да, у нас очень интересный сетап по солу, плюс запускаются проекты, может довольно-таки хорошо пойти. Litecoin. Litecoin мне, честно, понравится, да, если мы войдем выше 200, то есть выше 200, уйдем выше 200, да, то есть у нас, да, есть потенциально, конечно, перевернутая голова с плечами, то есть идет, да, такая, ну, довольно-таки неровная, да, но тем не менее, то есть пробой вот этого сопротивления, да, где-то в районе 197, уход выше 200, да, и закреп выше 210, то есть вот выше данной поддержки, да, ее, конечно, сейчас можно перечертить, но тем не менее она является сейчас зоной ретеста. То есть если мы не сможем закрепиться и пойдем на 207, там на 208, да, и пойдем вниз, то как раз она будет зоной ретеста. То есть нужно обязательно закреплять ее и идти выше, то есть идти выше там 220, 230 и 250, то есть цели потенциальные на Litecoin. Также сейчас мне нравится AXS, то есть AXS, да, то есть он пробил свой такой вот вымпел, да, такой большой, сделал его ретест сейчас, то есть вот мы сейчас его ретестим, да, сейчас подходим вот, по сути, к сопротивлению, ну, на младших таймфреймах мы уже его пробили, вот, то есть у нас здесь произошел ретест, то есть если хотите, друзья, взять, да, я бы, наверное, советовал стоп все-таки поставить где-то вот, наверное, в районе 123, да, либо же взять с добором, то есть взять с добором, то есть это 138, да, там 126 и спокойно взять с добором, и стоп уже будет более приятный.
постоянный. То есть даже если берете на 10% депозита сейчас на 5, да, потом добор на 5, то, в принципе, риск там 0,7%, но потенциал, я думаю, он будет довольно-таки хорошим. То есть потенциальные цели, да, я вижу где-то вот обновление хая, да, и уход вплоть до 200, то есть 200 по AXS, в принципе, при том, что у нас сейчас идет геймификация, Facebook, да, поддерживает, уже изменяет там на мета, то есть метавселенные, поддержка всего этого движения, да, приведет, я думаю, AXS, да, там, потому что AXS сейчас занимает топ-1, да, по играм на CoinMarketCap по разделу метавселенных, да, то есть это у нас будет довольно хороший, то есть он, по сути, у нас лидер этого рынка по метавселенным, по блокчейн играм, да, то есть это может привести как раз-таки к очень хорошим его значениям. Также я специально уже сделал отдельную вкладку по данным монетам, да, буду за ними следить, буду тоже их переглядывать, торговать, друзья, так что в скором времени еще будут сигналы как раз-таки по данной тематике, то есть изучаем, идем в новое, не отстаем от трендов. Так, давайте вернемся, да, и посмотрим напоследок EOS. EOS, сейчас я рассказал про там метавселенные и так далее, да, там, то есть на таком движухе, да, и такой напоследок мы рассмотрим EOS, который у нас не двигается, но, тем не менее, стоит тоже на сопротивлении EOS у нас, если вот пробьет, тоже поставил отметку, 4.8 закрепится там, да, то есть то в потенциале тоже может сходить, то есть вот у нас тоже есть такая зона проторговки, да, то есть она тоже, я думаю, выйдет, может быть, даже хорошим импульсом, так что тоже обратите внимание. Друзья, на этом у нас все. Желаю вам хороших торгов, да, отличного месяца. Вот, и буквально через час, да, я опубликую это видео и, конечно же, дам отчет торгов за сентябрь. Всем хорошей рабочей недели.